Торт «Монастырская изба» шоколадно-медовый. Перед просмотром рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Просеянную муку соединить с какао-порошком, предварительно его просеяв. Добавить соду и тщательно перемешать. Для светлых коржей какао-порошок заменить таким же количеством муки. Мед соединить с яйцами и сахаром. Мед должен быть натуральным, для искусственного вместо соды нужно добавить разрыхлитель. Перемешать до однородности. Миску поставить на водяную баню и нагревать, размешивая до полного растворения сахара. В горячей медовой массе растворить сливочное масло. Соединить с мучной смесью и замесить нелипкое тесто. Рецепты самых разнообразных медовых тортов можно найти по ссылке в описании. Переложить тесто на пищевую пленку. Придать плоскую прямоугольную форму. Завернуть и отправить в холодильник на срок от 2 до 24 часов. Размороженные или свежие вишни без косточек вместе с соком соединить с сахаром. Количество подбирайте по вкусу. Перемешать. Поставить на умеренный огонь, довести до кипения и варить, периодически размешивая, 5 минут. Полностью остудить в соке, откинуть на дуршлаг, чтобы сошла вся жидкость. У меня получилось 550 грамм вишен без сока. Разделить тесто на 3 части. Лучше всего это сделать при помощи весов. 2 части отправить в холодильник. Третью раскатать, слегка подпыляя поверхность мукой. Подровнять края, чтобы получился прямоугольник размером 27 на 30 см. Разрезать его на 5 одинаковых полос шириной 6 см каждая. Обрезки от 3 частей собрать и испечь для приготовления крошки. На центр каждой полосы выложить вишни. Соединить края, можно смазать водой, чтобы лучше скреплялись. Получившийся гребень завернуть на сторону и прижать. Выложить трубочку швом вниз на бумагу для выпечки с антипригарным слоем. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 15 минут. Готовые трубочки аккуратно переместить на решетку вместе с бумагой. После остывания они станут твердыми. Аналогично испечь остальные заготовки. Полностью остудить. Исключительно по желанию подровнять края трубочек с 2 сторон. Отвешенную сметану соединить с ванилином и сахарной пудрой. Взбивать в течение нескольких минут в пышную устойчивую массу. Переложить часть крема в кондитерский мешок. На блюдо установить трубочку, нанести по бокам полоски крема и прикрепить трубочки, плотно прижимая друг к другу. Крем можно приготовить из сливочного или творожного сыра и сливок. Ссылки на классический торт «Монастырская изба» и торт «Медовые соты» оставлю в описании под видео. Выложить 5 заготовок для первого слоя.
Обильно смазать кремом, тщательно заполняя промежутки. Разровнять. И выложить второй ряд трубочек. Таким образом сформировать 5 слоев в следующем порядке: 5, 4, 3, 2 и 1 трубочки. Боковые поверхности покрыть оставшимся кремом и по желанию сформировать рельеф. Отправить торт в холодильник на 10-12 часов. Для декора сделать из шоколада стружку. Получившуюся стружку измельчить лопаткой и обсыпать торт. Декорировать можно крошками из обрезков, растопленным шоколадом, кокосовой стружкой и тому подобным. Боковые разрезы обсыпать крошкой из обрезков коржей. В этом торте идеально сочетаются медовые шоколадные коржи, сметанный крем и ароматные вишни. После настаивания в холодильнике не менее 10 часов торт получается мягким и нежным. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием.